Я приветствую вас на своем канале, и сегодня я покажу, как сшить конверт одеяла на выписку двухслойное. Для этого нам понадобится синтепон, ткань. Я буду использовать два вида хлопка, ножницы, линейка, сантиметровая лента, булавки, портновский мелок либо карандаш. Для начала нам нужно определиться, какую сторону мы будем расстегивать. Я буду простегивать синтепоном вот такую ткань. Также нужно определиться с размером. Я буду шить конверт одеяла размером 90 на 90. Вы можете выбрать размер 100 на 100, какой вам больше подходит. Из хлопка, который мы будем простегивать синтепоном, нам нужно вырезать ровный квадрат размером 94 на 94 сантиметра. Так как когда мы будем простегивать его с синтепоном, хлопок уменьшится в размере. Отмеряем ровный квадрат. И отрезаем наш квадратик. Также забыла сказать, что перед тем, как шить наш конверт, ткань необходимо продекотировать. То есть сначала постирать, а потом пропарить с утюгом. Это нужно для того, чтобы ткань усела и чтобы наше готовое изделие не искривилось. Когда мы отрезали наш квадрат размером 94 на 94 сантиметра, нам нужно проверить, чтобы он был идеально ровный. Для этого мы складываем сначала пополам. Выравниваем. А потом еще раз пополам. Он должен получиться у нас ровненький. Не должно выступать ничего лишнего. Теперь нужно отрезать такой же кусок из синтепона. Для этого мы раскладываем наш синтепон. Накладываем сверху наш хлопок. И аккуратно разравниваем. И вырезаем Когда мы вырезали наш синтепон, откладываем его пока что в сторону. И займемся нашим хлопком. Для того, чтобы у нас получились ровные квадратики, я буду заутюживать наш хлопок. Так как у нас одеялка будет квадратная, поэтому мы будем сначала складывать по диагоналям. Сначала одну диагональ. И будем заутюживать. То же самое потом со второй диагональю.
Нужно аккуратненько все выровнять, чтобы у нас получились ровные красивые квадратики. Когда мы заутюжили наши диагонали, теперь нужно определиться с размером наших квадратиков. Я определилась с размером. У меня будут квадратики по 22 сантиметра. Теперь берем линейку и от нашей серединки заутюженной отмеряем 22 сантиметра и закалываем булавочкой. От этой булавки еще отмеряем 22 сантиметра и так до конца. Аналогично мы делаем с параллельной стороны. Теперь мы складываем по нашим булавкам, ровненько совмещая, чтобы наша линия, вот эта заутюженная, совпадала с ее продолжением. Берем утюг и опять заутюживаем. То же самое делаем с местом, где мы закалывали булавки другим. Выравниваем и заутюживаем. Все то же самое проделываем здесь. И также по главной диагонали отмечаем, опять же, булавками по 22 сантиметра. И также заутюживаем наши линии. Когда мы заутюжили, мне просто плохо видно, так как ткань темная. Вот наши линии заутюженные. Теперь нужно сколоть нашу ткань синтепоном. Булавками по всему периметру. Скалываем и идем простегивать на швейной машинке. Теперь будем простегивать наше одеялко на швейной машинке. Сначала отрегулируем нашу швейную машинку. Ставим максимальную длину стежка, это 4, и минимальное натяжение нити для вашей машинки. Начинаем простегивать самой нашей длинной диагонали. У нас их 2. Начинаем простегивать по нашим проглаженным линиям.
Делаем следующим образом. Берем за конец нашей ткани, за уголок, немного натягиваем, но не с большим усилием. И здесь разглаживаем, но не растягиваем. Так прострачиваем все наши линии. Теперь я хочу показать, как делать переход, когда у нас соединяются две простроченные линии, уголки квадратика. Мы аккуратно, не спеша, все так же натягиваем здесь и здесь с усилием растягиваем двумя пальцами. Это чтобы не было у нас здесь складок. Когда мы простегали нашу первую часть, приступаем к раскрою второй части. Если вы хотите, чтобы обе стороны были простеганы, тогда нужно вырезать еще один квадрат 94 на 94, также с синтепоном, и точно так же простегать. Аккуратно раскладываем нашу простеганную часть поверх второй части хлопка и вырезаем по периметру. Теперь нужно вырезать еще один слой синтепона. Раскладываем наш хлопок. И также вырезаем. Когда мы вырезали, мы складываем наше одеялко, чтобы прострочить его. Все аккуратно выравниваем. Нижняя часть у нас лицом вверх лежит. Под низом слой синтепона. Лицом к лицу ложим, совмещаем наши детали. И скалываем их булавками по всему периметру. Когда мы скололи наше одеялко булавками, растрачиваем на швейной машинке по всему периметру, оставляя отверстие, чтобы вывернуть наше одеялко. Все так же на машинке оставляем длину стежка 4 мм и не сильное натяжение нити.
Прошиваю я на расстоянии в 1 сантиметр от края. Теперь отверстие, которое мы оставляли для того, чтобы вывернуть, мы одну сторону, любую, синтепона с хлопком, аккуратненько с краю пристрачиваем. Это нужно для того, чтобы нам легче потом было зашить отверстие потайным стежком. Теперь нам нужно срезать наши уголки, чтобы, когда мы вывернем одеяло, у нас красиво были острые уголки. Обрезаем под углом примерно 45 градусов. И теперь выворачиваем наше одеялко. Вот мы вывернули наше одеялко. И теперь нам нужно зашить наше отверстие потайным стежком. Для этого закалываем булавками сначала и аккуратно зашиваем потайным стежком. Когда мы зашили наше отверстие потайным стежком, если вы хотите, вы можете прострочить одеялко по краю. Можно на расстоянии 1-2 сантиметра. Я буду прострачивать на расстоянии примерно 5 сантиметров. Чтобы удобнее было прошивать, я сколола все одеялко по периметру булавками. Все так же ставлю длину стежка 4 и минимальное натяжение нити. Когда мы будем прострачивать, довольно сильно оттягиваем вот этот вот конец, чтобы у нас не получилось заломов. Строчили наше одеялко по краям. Теперь нужно сшить бантик на резинке. Для того, чтобы сшить бант на резинке, нам понадобится синтепон, ткань для бантика, ткань на резинке, сама резинка, сантиметровая лента, линейка, ножницы и булавки. Для начала нам нужно сделать саму резинку. Для этого нужно вырезать из ткани. Я взяла синюю ткань, потому что внешней стороной моего конверта будет синий цвет. Нужно вырезать отрезок ткани шириной 12 сантиметров, длиной от 90 до 100 сантиметров. Сейчас я вырезала
100 сантиметров в длину. Складываем наш отрезок ткани пополам, так вот в длину, и закалываем булавками. Теперь прострачиваем на швейной машинке где-то на расстоянии полсантиметра. Теперь, когда мы прострочили, нам нужно вывернуть на лицевую сторону. Вот мы вывернули нашу будущую резинку на лицевую сторону. Теперь пока что ее отложим и сделаем петельку для бантика. Я уже заранее вырезала. Она должна быть размером 20 сантиметров на 12. Также ее складываем лицом внутрь пополам в длину. Скалываем булавками. И теперь тоже прострачиваем на расстоянии полсантиметра от края и выворачиваем на лицевую сторону. Когда мы вывернули наизнанку, нам нужно аккуратненько расправить так, чтобы этот шов находился посередине, и прогладить утюгом. То же самое с частью для резинки. Аккуратненько разравниваем по центру и проглаживаем. Когда мы прогладили, нам нужно вот эту длинную полоску ставить резинку. Отрезаем примерно 62 сантиметра в нерастянутом виде. Опять берем булавку и аккуратно вставляем в нашу полоску. Вот этот конец нам нужно закрепить булавкой, либо сразу застрочим на швейной машинке.
аккуратненько выравниваем, чтобы была по центру наша резинка, в середине нашего шва, этого, что мы заглаживали. И аккуратненько пристрачиваем. И аккуратненько пристрачиваем нашу резинку. Где-то в 1-2 миллиметрах от края. Теперь продолжаем дальше продевать нашу резинку. Вот мы до конца довели. И точно так же наш краешек пристрачиваем на швейной машинке, выравнивая посередине. Теперь нам нужно растянуть нашу резинку. И предполагаемо находим серединку, зажимаем ее и закалываем булавкой. Также смотрим, что у нас было посередине. Можно еще заколоть здесь посередине и здесь, чтобы легче было растрачивать. Теперь на швейной машинке мы будем прострачивать нашу резинку. Делаем так, чтобы наш шов был сверху. Стягиваем резинку и начинаем строчить. Теперь мы будем зашивать нашу резинку. Та сторона, где был шов, должна быть наружу. Далее мы оставляем небольшой хвостик вот тут вот сверху. Нижнюю чуть-чуть ниже располагаем. И вот так вот заворачиваем. Вот так вот, чтобы получилось. Можно сколоть булавками аккуратненько, чтобы оно не распустилось у нас. Наш шов.
И аккуратненько прошиваем на швейной машинке. С лицевой стороны уже переворачиваем, чтобы у нас вот тут с краешку был одна линия, одна строчка. Так вот у нас получилось. Можно проложить еще одну рядом, чтобы у нас этот шов лучше держался. Теперь пришиваем нашу петельку. Отступаем вот так вот, где-то миллиметров 5-6. И аккуратненько вот здесь вот пришиваем. Не совсем с краю, но и не сильно далеко. Теперь берем, так вот аккуратно разравниваем, заворачиваем наш хвостик. Вот этот хвостик, что мы пришивали, аккуратненько его заворачиваем внутрь. И прошиваем по краешку. Вот здесь вот, параллельно первой линии. Можно аккуратненько заколоть булавками. Вот такой вот шов у нас получился с изнаночной стороны. Проходит у нас 2 линии. С лицевой стороны у нас 1 шов. Теперь нам нужно сшить между собой петлю и резинку. Выворачиваем петельку, чтобы она у нас была на лицевой стороне. Получается, чтобы было изнанка к изнанке. Мы будем пришивать.
Можете пришить на швейной машинке. Я аккуратненько пришью вручную. Когда мы пришили нашу петельку, нам нужно сделать сам наш бантик. Размер его будет 25 на 30. Поэтому мы берем ткань, складываем ее вдвое. И отмеряем в длину 32 сантиметра, в ширину 26 сантиметров. Вот мы вырезали наш квадратик. Теперь берем синтепон, тоже складываем вдвое. Теперь мы накладываем на синтепон, сложенный вдвое, нашу ткань и вырезаем. Теперь скалываем булавками. Теперь прошиваем на швейной машинке с 3 сторон, кроме стороны сгиба, на расстоянии 1 сантиметр, и оставляем отверстие, чтобы вывернуть нашу подушечку. Ставим, уменьшаем натяжение нити и ставим строчку побольше. Вытаскиваем булавки. И срезаем наши уголки. И выворачиваем подушку. Можно перед тем, как выворачивать, пристрочить один слой так, по краешку, чтобы легче было потом пришивать, сшивать потайным стежком. Теперь можно выворачивать. Берем нашу кисточку или палочку, чем выворачивать уголки.
И аккуратно выворачиваем. Вот мы вывернули нашу подушечку. Теперь закалываем булавками наше отверстие и зашиваем потайным стежком. Когда мы зашили наше отверстие потайным стежком, нашу подушечку нужно вставить в петельку. Складываем подушечку гармошкой и аккуратно продеваем в петлю. Выравнивая нашу подушечку. Наш бантик готов. Теперь идем одевать его на наш конвертик. Вот такой красивый конвертик у нас получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До встречи!